На новоселье. Спасибо. Пахнет ремонтом. Все мои комнаты. Кроме холодильника все было. Здоровья вам. Так это и есть праздник. Снаряд в дом, погибли дети. Шипящий такой. Стекла разлетелись. Ну, а я раненая. Почистили и зашили голову. Похоронена на огороде. Приезжайте ко мне просто так. Всем большой привет! У нас сегодня радостное событие. Мы пойдем к людям, которые получили квартиру. Это всегда радостно, и мы желаем, чтобы все, кто утратил свое жилье, могли его получить или восстановить. Всем привет! У нас сегодня радостное событие. Мы идем на новоселье. На новоселье к Вите, которая потеряла своего сына, к сожалению. Ей дали квартирку, и мы идем поздравить. Валентина, тетя Валя с нами. Мы с подарочками. Тетя Валя, Валентина, как настроение ваше? Нормально. Очень жарко, а так все прекрасно. Вообще все хорошо. На новоселье это всегда радостно. А какой вход? Ага. Хорошо. А то не сильно не. Погода прекрасная, но очень жарко. Как в пустыне Сахара. Закройте за тобой. Все, нас встречает уже. Дежурит. Спасибо. Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста, проходите. Проводите нас. Рассказывайте нам. Поднимайтесь. Нет, только за хозяйкой. Ну, Проходите, проходите. да, так вот сюда. Чтоб вас не прищемило. Ты же обжилась? Конечно. Давай. Подходите. Что Еще пока пахнет ремонтом новым, да? Красками. есть? Что-то такое. Есть такое. Запашочек. Проходите, проходите. Да. Тетя Вит, ну рассказывайте нам. А что вам буду рассказывать? Прям по очереди. Это моя комната, это коридор. И это моя комната, и это моя комната. Тут все мои комнаты. Двушка, да. Вот. Ну, давайте по порядочку. Ну, Коридор большой, да? Вот он один, Хорошо, переходит во получается, второй. Коридор, а это, как я не знаю. Да. Прихожая. Достаточно хорошего размера. И переходим во второй коридор. Это все коридор один, просто они разделены. Ну, как бы да. Вот тут есть. Еще один коридор. Да, да. А Это вот- ваша основная комната, где ну, вы живете да, теперь, где да? Это, ну, как это? Ну, так. Стульчики. Ну прям живут уже здесь люди, живут. Все так обустроено уже. Два окна, у вас угловая, да? Да, да. Угловая, да? Когда солнышко. Тепло. Днем жарко, да. Ну а Да, зимой ну, как жарко, хорошо поэтому будет. Прикрыла окошко, потому что как раз когда садится, светит так, что это. Но сейчас такая жара, что от солнца страдают все. Какая у вас интересная картина. Это я сама сделала. Вот, Вита. Тетя Вита сама сделала. А как вас по отчеству? Как вас называть Николаевна. правильно? Виталина? Не Или- Виктория вообще. А, Виктория, по да? паспорту, да. Виктория Николаевна. Тогда лучше так будем, да? Виктория Ну, Николаевна. как бы по паспорту так, а родители всегда называли Вита. да. Ну ничего. Вот. Виктория Николаевна. У вас еще одна комната, да? Двухкомнатная. Двухкомнатная. Ну, вот так вот. И здесь уже мебель. Ну вам просторно здесь, хорошо, да? Конечно. Тренажер можно поставить. И Да. тренажер. Тренажер, говорит, можно поставить. Ага. Все покраска, да? У вас везде покраска. Да, да, Покраска я так понимаю, стен. я так понимаю, что покраска. Это покраска, да, действительно. О, Покрашена. И потолочек. Кухня была здесь, да? Здесь от застройщика была идет. кухня, и подарили вот эту наборчик подарили. А что это? Кухонный. Плита? Да? Нет, это кухонный набор.
А что значит кухонный набор? Что вы Это имеете в как виду? ящички, печка была, ящички. Кухонный гарнитур, Да, печка, кухонный. раковина. Кроме Да. холодильника все Кроме было. холодильника, да. Вот как, Вода. не во всех так квартирах. Ну, Да, а вообще-то здесь во было. всех, и на Черемушках, и на Невском, у них у всех. А у некоторых нет. Кухонные. Да, мы были А у вас. Невской нет. Мы Да, на Невском были, Невском. нет, не во всех. И Вот. где учительница? И тоже и на этом Тоже тоже нет. не было на... Мне сказали, это оставьте ключики, мы вам соберем кухонные. То есть они отдельно были там в квартире лежали. Ага, И их по мере того, как люди заселялись, устанавливали. устанавливали. Ну, видно, чтобы не спёр. Ну хорошо. 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 Да, а да. так все это. Кухня достаточно Столик мне большая. брат сделал, говорю, это. Да, ух ты Да. какой, он прям У тебя такой брат есть? деревянный. Двоюродный с Красного Лимана, который приехал, нашел меня здесь. Деревянный натуральный Да. А стол. он занимается этой. Но он такой на уличный похож. Ну, типа, ну сделал, мне какая разница, да? Спасибо Головой, брату да. за подарок. Да, спасибо брату за подарок. Это подруга. Там, говорю, кресло мне этот подарил. Моей подруге брат. Фу, как хорошо. Потихонечку подарили, Потихонечку, подарили, да. Кто-то Сейчас что-то, мы да. тебе подарим. И пойдет по деревне тра-ля-ля-ля-ля. Это плитка, здесь плитка, ванна, раковина. Все в комплекте? Ну, здесь было уже. Да, конечно, конечно, да, конечно, в комплекте все. Конечно. Все хорошо. Так у нас и было. Ну, а давайте теперь мы. Мы к этому... Да. Ну что, Виктория Николаевна, мы вас поздравляем с новосельем, здоровья вам, счастья, уюта, всего хорошего. То, что пережила, то все уже мелочи, Виточка. Ну, к нам приезжаем на поселок однозначно, уже будем скучать. Ну, это тебе маленький подарок от команды. Хорошо. И от Спасибо, неравнодушных спасибо людей. вам. Комплект девочки. постельного и Спасибо Пледик. большое. пледик. Вот. Спасибо за то, что вы меня посетили, посмотрели, порадовались. Мы очень рады Вместе за со вас. мной. Да, Вот. мы очень рады. Так что большое вам большое спасибо. Пожалуйста. Мы вас поздравляем с новосельем. Желаем вам здесь долгой, мирной, счастливой жизни. Спасибо большое. Мы передаем наборчик также последний раз. Ну, я Поддержим тетю так- Виту я так еще раз. понимаю, спасибо за Да. поддержку, да, да, да. Спасибо, Яночка. Да. Сейчас мы... Долго люди ждали, переживали и плакали. Да, Столько было. долго это было, но вы знаете, говорю, я еще, когда вернулась, тут еще фундамент. А я подруге своей говорю, ну, сам говорит, здесь получила. То есть развязка хорошая. На Мирный недалеко ехать, а ну с Невского. Нет, недалеко. вообще хорошо. Развязка Хорошо здесь, здесь, да. говорю. Одна у меня на Черемушках, одна у меня подруга возле Досафа, другая это. То есть все автобусы, 15-й поехали, Мимо вас. 14-й поехали, да, мимо меня, и как бы у меня теперь как бы станция, Центральная. да, как бы станция у меня это говорит. И к вам могут приехать, да? на любой И сел. рынок здесь через дорогу. Только тут, да. Хочу спросить вас, как вам в квартире живется после дома? А вы знаете, девочки, я вот, первый день, я говорю, надо же оставаться, надо как-то остаться, и вот осталось и все, и осталось. А сразу приехали и Вот остались. сразу, вот первую ночь. Ну и правильно. Диван привезла, я говорю подруге, ну, надо же когда-то пробовать. Осталось и все. Первый этаж, как в частном доме. Да, а первый этаж был третий или первый, я выбрала Ну и первый. правильно. Хорошо. Здесь зимы не такие холодные. Подниматься на лестницу тоже. Да. Здесь же лифта Как нет, бы- потому что трехэтажный. Да еще с нашими ногами. Вот, как бы. Так, девочки, у меня Значит, есть- привыкли, да, тетя Вит? Привыкли к квартире. Конечно, да я сразу как бы это говорю. Может, вы городской житель, а вовсе не деревенский или как А сказать, почему? Я вот поселковый. тебе- вот уже здесь это убрала траву под окнами, перенесу розы свои, вот сюда, здесь у О, меня красота будет. будет, да, оазис будет, говорю. Повесила себе это, Виктория сделала, Николаевна повесила себе это всё. прополола здесь все, чтобы цветочки потом. Ну и правильно, чтоб мушкара не лезла. Ну, думаю, когда это все... Видите, какая А есть. тетя Валя, как на праздник. А что, Смотрите, она новоселье это наряд. праздник. Так это и есть праздник. Да. Когда-то, тетя Вит, мы мечтали о таком времени, когда мы будем у кого-то Полюбим просто кого-то. сидеть,
Пить чай и радоваться новоселью, да? Мы были здесь у этой, Урай? да, у Да, Раи у бабушки были. Рай. Бабушка Рай в этих же домах. Она в соседнем доме, да? В соседнем. В Мы соседнем живем доме. тоже. В соседнем. Расскажите, как звали детей? Сын Павел, а девочка, с которой он встречался, Аня, ну я таки понимаю, они бы поженились бы, конечно. Вот, потому что, по словам сына, тогда было все серьезно. Вот, как бы отношения были. Хотя они одноклассники, они бывшие одноклассники, учились в одном классе, говорю. Когда школу закончили, каждый пошел по своим стопам. Вот девочка, она учительница биологии. Ух ты. Да, вот закончила институт, говорю, работала в нашей 50-й школе, работала учителем. А сын мой, говорю, он закончил институт Приазовский, электрик по образованию, вот, работал на холодном прокате. Все-таки мастеров подменял, а это, наверное, по своим, да, мозгам, так сказать, что-то значило. Говорю. Способный был. Способный, да, раз он начальником цеха мог поздороваться в коридоре, рука за руку, говорю, это, наверное, много стоило, ну, чего-то это стоило. Ну, так сложилась такая судьба получилась. Расскажите, сколько им было лет, когда их не Им стало? по 28 лет. По 28 Сентябрьские. лет. Они оба сентябрьские. Но, к сожалению, их не стало теперь. Да, нету их. Погибли они. Снаряд в дом и оборвал жизнь молодых, перспективных детей. Нужные дети. Ну, погибли дети. А вы в это время где были? Я была в погребе, где также прилетел мне снаряд в погреб. Я с ним познакомилась. Меня завалило потолком, потолок упал, вот, придавил меня к этому. И мне влетел этот шарик, который вкатился. Он не влетел, он вкатился. Шипящий такой. Он шипел разными такими этими. Потому Огненный. что... Огненный, да? Огненный был, да. Потому что, как потом, ни брови, ни ресниц, и воротник у меня обгорел, вот, пока я с ним там общалась. Но он потух. Потух. Он не ударился ни об что, он просто вкатился и потух. А следующий снаряд я слышала в дом. Вот, ну я уже поняла. Первый раз, где у меня было осколочное ранение, 1 марта. Мы ехали машиной, и нам по машине попало, потому что стекла разлетелись в разные стороны, а лобовое стекло, благодаря вот этой, как она правильно называется, вот эта пленка, которая она удержала эти стекла. Вот. Но мне все равно сыну через подбородок, а мне вот сюда в левую сторону. Достали И осколок. Здесь у меня, как раз мы были на 5-х воротах, вот, и где-то на Деловой случилось. Вот, мы потом подъехали, там у нас Ильичевская больница первая, как раз принимали они. Вот у меня этот осколок вытянули и стекло отсюда вытянули, а сыну подбородок сошили. И мы до 7 марта мы там крутились, а мы Аню везли в больницу. Ане плохо стало, Анечка лежала, я в хирургии, ну а Паша бегал между этими 2 отделениями, бегал, как бы и в хирургии лежала, говорю, то в палату, то в подвале. Это страшно было, возле этих стекол, говорю, 7 марта мы вернулись домой, текали оттуда, уже с больницы текали, и мы обосновались в доме Анечки. Вот. Мы с Пашей вернулись к себе домой, у нас собака был закрытый в доме, вот эти 7 дней. У нас сосед, правда, прикармливал его, бросал ему через эту форточку кушать. Мы забрали собаку, я забрала документы свои, и мы на Мирный, вот. И потом через 28 марта уже это случилось, снаряд в этот дом, где погибли дети. Ну, а я раненая. Я смогла выбраться с этого подвала, вот, смогла выбраться. Никто А не второй раз вас куда ранило? А в голову уж мне потолок же упал, В голову, да. и голова разбитая была. Вот. Это было 28 марта. А потом в поисках какой-то медицинской помощи, вот,
Я выехала с Мариуполя. Увидела, когда люди бежали, говорю, сюда к Дубкам. Вот, а я там была, потому что мне сказали Красный Крест. Где-то там вот внизу, где наш поселок, вот высоковольтная, сказали, что в Дубках Красный Крест. И я ж пошла туда. Это уже было 5 апреля. Вот. А с 28 апреля, это хорошо, что у меня в кармане были таблетки, которые положил мне сын в карман. А сыну давали в больнице антибиотик. Меня кололи антибиотик. А ему вот с подбородком, ему дали таблетки. И вот эти таблетки у меня были, которые я их принимала. Может, они и как бы повлияли на то, что ничего там не произошло. Заражение не пошло никакое. Да, ничего не было, говорю это. Вот 5 апреля я выехала с этими людьми, этим автобусом на Безыменное. С Безыменного, говорю, меня потом осмотрел врач, хирург, сказал, что мне надо голову зашивать. И поехали на Новоазовск. На Новоазовске не приняли нас. Вот. А у нас уже собралось раненых автобус. Вот. Нас повезли на Харциск. В Харциске нас тоже не оставили. И попала я на Иловайск. Нас на Иловайск привезли 15 человек. Вот. Там по палатам всех расстроили, как говорится. Вот. И уже тогда, 11 апреля, мне почистили и зашили голову. А сколько времени прошло с тех пор, как попала? С 28 марта по 11, По 11 апреля. Да, Почти 2 недели ходили вот так с раной, да? да, да. Ну, слава богу, все хорошо. Все, да, нормально. Выздоровели, всё это. полечились. Да, да. Хорошо. Вот. А потом уже оттуда, уже в Мариуполь меня никто не стал везти. Сказали, в Мариуполь вас никто не повезет. И я поехала дальше. И я попала в Ставропольский край. В Ставропольском крае 7 месяцев прожила, понимая, что дети похоронены на огороде. Я боялась сильно, чтобы не выкопали, как бы, потому что потом не найдешь. Вот. И в ноябре 22 года я вернулась домой. В декабре уже перезахоронили. Мама приехала, Анечки, и мы детей перезахоронили. Вот. Ну, уже Паше, правда, и памятник поставила. Поставили уже. Я уже Паше и памятник поставила. Наши вам еще раз соболезнования по поводу потери детей. Да. Спасибо, как бы. Тут я даже не знаю, что правильно говорить. Вот. Наверное, нет здесь правильных слов. Да, здесь нету, наверное, правильных слов. А теперь мы радуемся вместе с вами новоселью. Жизнь продолжается. Ну, как-то так. Для меня, наверное, да, продолжается. Да. Вот. Значит, Вита молодец, она не унывает, держится. В чем меня Бог наградил? У меня очень много знакомых. Много друзей, и это вам Да, помогает. Да, не конечно, быть это одинокой помогает. и радоваться жизни дальше продолжать. Конечно, конечно. Молодцы, молодцы. Мы еще раз выражаем радость нашу по поводу новоселья. Рады, что мы смогли к вам Спасибо, приехать. что вы пришли ко мне. Да, Вот, пожалуйста. порадовались вместе со мной, посмотрели. Мы рады. Мы еще долго будем Вот. радоваться. Будем каждый раз теперь проезжать и думать, о, вот здесь у тети Виты, у Виктории Николаевны да. квартира, здесь бабушка Рая. Где были на новоселье, всегда теперь у нас те дома ассоциируются с людьми. Вот, с такой это радостью. Большое вам спасибо, девочки. За поддержку, Пожалуйста. за то, что помните, за то, что, говорю, помогаете. Вот. Ну, а что еще надо, говорю, нам? Маленького внимания нам. И уже хорошо, Да, да. и уже хорошо, говорю, да. Викторочка, спасибо тебе за гостеприимство. Дай Бог тебе здоровья в этой квартире. Ой, спасибо Долголетия, большое, всё, чтобы у тебя спасибо. было все хорошо, все. Спасибо, что вы Очень меня всё хорошо. да, посетили Спасибо меня, большое были тебе. у меня в гостях. Приезжайте ко мне просто так, просто так. Ну, просто так и заехали. Просто так. Всё хорошо, моя хорошая. Спасибо вам. Держись, давай, Спасибо. держись. Спасибо вам огромное. Спасибо. Давай, Спасибо, счастья. до свидания вам, Счастья всего тебе. хорошего. Спасибо, здесь. девочки. Сейчас я вас как бы проведу. Вот это всегда в частных домах, кто жил, они провожают из подъезда. Конечно, потому что у нас там и собачки, и это. А вот эту территорию считают своей. Говорят, о, здесь праздники можно устраивать. Ян, я думаю, все зависит, какие соседи Да. будут. Можно и Да. вот бы на такой Всё праздник зависит. попасть. Да? Но у нас как бы вот это 16-я пустая, 18-я пустая. Пока. Пока, да. На 17-й телефон только висит. Вот тут только у меня соседи живут. Вот.
Еще будут. Вот. А там, говорю, телефончик вот этот приходит. Приходит, но только когда приходит. А Не сколько видела. вы времени уже живете здесь постоянно? Я где-то с 10 марта. Ух ты, как давно, а мы только узнали. А, ну нас еще и не было долго Я с 10 здесь. марта, да. Ну, в этом в феврале я получила ордер. Ну, вот, немножко обставилась. Первый диван и этот. Подруга заставила холодильник. Говорит, потому Хорошо. что без этого нельзя. Все, спасибо, девочки. Вы уж не спускайтесь дальше. Да, почему? Я выйду на улицу. Чё? Так, ага. Надо что-то Да, у нас вот так вот. Рассказывает там что-то. Все, девочки. До свидания вам. большое. До До свидания. свидания. Всего хорошего. Удачи вам. Я тоже. Здоровья. Спасибо. Всего хорошего. Видишь, наверное, нам заходи в гости. Ну, радостно, правда, да? Это вообще, она умничка такая, она вообще оптимистка такая. И мне снова хочется сказать большое спасибо всем людям, которые принимают участие в нуждах других людей, и мы можем поддерживать самый трудный период их жизни. Спасибо всем большое, а я желаю всем счастья, мира и добра. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.